Стачка. За последних пару дней в независимых СМИ было много сказано про забастовку. Кто-то высказал критику, кто-то поддержал идею Сергея Делезского начать забастовку. Но я хочу поговорить исключительно про экономический аспект. Для чего рабочие во всем мире уходят в стачку? Как это может повлиять на ведущие отрасли экономики страны? И какие перспективы вырисовываются для белорусских рабочих в будущем? Об этом я расскажу вам в сегодняшнем выпуске. В мировой практике есть множество примеров успешных стачек, которые не только улучшали жизнь рабочих отдельных предприятий, но и влияли на политическую ситуацию в стране. Но мы не будем копаться в давней истории забастовок и посмотрим на примеры двух европейских стран, где в последние пару лет с помощью стачек рабочие смогли оказать существенное давление на правительство и отменить или изменить законодательство, ухудшающее жизни граждан. А потом я вам расскажу, что ждет белорусских рабочих. Первый пример – это Франция и движение желтых жилетов. В 2018 году несколько французских профсоюзов объединились и парализовали все крупные города Франции. Тысячи людей не вышли на работу, но вышли на улицы с требованием отмены повышения налога на топливо, что повлекло бы за собой повышение цен на бензин и дизель. В Беларуси, кстати, цены на топливо только за этот год уже повышались более 20 раз. После многочисленных акций в 2018 году правительство Франции вынуждено было не только отказаться от повышения налога, но и выплатить всем гражданам новогодний бонус в преддверии Рождества, что стоило государству более 10 миллиардов евро. Одно из требований желтых жилетов было внедрение прямой демократии, когда референдумы могут проводиться по инициативе народа, а неугодные чиновники могут быть уволены этим же народом. Для снижения активности протестных движений и возобновления нормальной работы многих отраслей экономики президенту пришлось инициировать национальные дебаты. Был также создан интернет-портал, где граждане могли изложить свои идеи и переживания. И, как оказалось, большинство французов обеспокоены снижением их покупательской способности, после чего правительство было вынуждено уже весной 2019 года снизить подоходный налог. Осенью 2019 года Эммануэль Макрон намерен был принять пенсионную реформу, чем вызвал новую волну забастовок по всей стране. 5 декабря 2019 года в стране началась национальная забастовка, в которой приняли участие представители разных профессий. Учителя, чья забастовка является исторической по своему масштабу, работники частного сектора, нефтеперерабатывающих заводов, работники автомобильной промышленности, фермеры, пожарные и даже полицейские. А транспортники и железнодорожники были в первых рядах, так как в случае принятия реформы их пенсионный возраст повышался с 50 до 62 лет. Начиная с 5 декабря и на протяжении 2 месяцев в стране было парализовано все движение транспорта. Из 16 линий метро в Париже работали только 2 автоматические линии с поездами без машинистов. В стране было остановлено какое-либо транспортное сообщение. И даже те, кто не хотел принимать участие в забастовке, не могли добраться до работы и были вынуждены оставаться дома. Эта забастовка стала более продолжительной, чем знаменитая стачка 1995 года, когда движение на железных дорогах в столице Франции остановилось на 22 дня. Тоже, кстати, в знак протеста против пенсионной реформы. Реформа была тогда отменена, а тогдашний премьер-министр Ален Жюпе ушел в отставку. По словам главы государственной французской железнодорожной компании, один день забастовки обходится компании в 20 миллионов евро. За первые 3 недели забастовки компания потеряла более 400 миллионов евро. И это не все понесенные убытки. По данным Французской ассоциации малого и среднего бизнеса, из-за непрекращающихся протестов они теряли до 200 миллионов евро в день. Парижские оперные театры потеряли порядка 8 миллионов евро. А профессор университета Париж-Дофин Фредерик Денан оценивал общее влияние забастовки в 500 миллиарда евро ежедневных убытков. Такие масштабные финансовые потери не по силам даже бюджету Франции. И как результат забастовки, обсуждение пенсионной реформы было перенесено на неопределенный срок. В октябре этого года профсоюзы Франции вновь объявили о начале национальной забастовки. Уже из-за недовольства уровня зарплат. Одним из требований бастующих было поставить экономические вопросы в центре французского политического дискурса в преддверии президентских выборов, которые должны состояться уже следующей весной. Еще один пример успешных забастовок – это Германия.
Летом этого года государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn объявила, что намерена повышать зарплаты железнодорожникам на 3,2% в течение 3 лет из-за понесенных убытков во время пандемии, чем вызвало недовольство своих сотрудников, требующих немедленного повышения зарплат. Для понимания, машинист в Германии зарабатывает порядка 4500 евро в месяц чистыми, с учетом всех надбавок. На отказ немедленного повышения зарплат профсоюз объявил о начале забастовки железнодорожников. 75% поездов были остановлены. Забастовку поддержали не только машинисты, но и сотрудники сети и технического обслуживания. Требования бастующих – немедленное поднятие зарплаты и выплата премий в размере 600 евро за работу в период ковида. За 2 месяца в Германии прошло 3 забастовки. После каждой неудачной попытки руководства предложить неподходящие условия, железнодорожники не выходили на работу вновь и вновь, отстаивая свои права. В результате руководству компании удалось остановить забастовку, только предложив повышение зарплаты на 3,3% в 2 этапа и с 2 ковидными премиями. В декабре по 600 евро и в январе по 400 евро каждому сотруднику. Кроме того, были отменены пенсионные изменения в отношении всех сотрудников, трудоустроенных в 2021 году и до этого года. Финансовый ущерб от 3 забастовок в течение 2 месяцев в Германии приблизительно оценивается в 500 миллиарда евро только для железнодорожной компании. Уже на примере этих 2 стран мы понимаем, что, объединяясь в коллективы, профсоюзы, поддерживая друг друга, рабочие могут собственными силами серьезно повлиять на уровень своих доходов и условий труда. Именно стачка является одним из важных факторов, не позволяющих обесценить труд рабочих и превратить их в рабов. Забастовка всего лишь одной железнодорожной компании способна парализовать всю страну и нанести финансовый ущерб не только самой компании, но и другим отраслям, например, туризму или розничной торговле, что в свою очередь снижает налоговые поступления в бюджет и заставляет властей и руководство компаний идти на уступки. А теперь поговорим про Беларусь. Почему в нашей стране до сих пор нет практики проведения массовых забастовок? Потому что люди не осознают свою ценность, свою значимость в производственном процессе. Да, незаменимых людей нет, но вообще без людей нет и экономики, нет производственных процессов, а значит нет прибыли и нет возможности продолжать экономическую деятельность. Белорусские рабочие получают зарплату в десятки раз ниже, чем европейские специалисты. Почему? Белорусы чем-то хуже европейцев? Нет, конечно. Потому что белорусы не требуют повышения зарплат. Да, можно возразить, что нельзя поднять зарплату просто так. Производительность труда должна быть соответствующей. Но опять мы упираемся не в недостатки рабочих, а в неграмотное управление предприятием. И опять рабочие соглашаются с этим и не требуют никаких изменений. Почему белорусы работают больше всех? Потому что белорусы согласны работать столько и не требуют никаких изменений. Почему белорусы продолжают работать в условиях риска заражения коронавирусом, подвергая себя смертельной опасности, не имея никаких бонусов и премий? Потому что белорусы согласны и не требуют ничего другого. И никто, ни оппозиция, ни какие-то лидеры не смогут изменить эту ситуацию без участия самих рабочих. Эффективность забастовки белорусы увидели и сами в 2020 году, когда на улицы Минска вышли тысячи рабочих разных государственных предприятий. И как на это отреагировал Лукашенко? Он в срочном порядке отправился сам на завод успокаивать рабочих. Не потому, что он так ценит белорусов, а потому что один день простоя крупнейших промышленных предприятий будет стоить очень дорого режиму. Один день простоя нафтана обойдется режиму в $7,5 миллионов. Один день простоя МТЗ в $2,3 миллиона. День простоя Беларусь-Калия почти в $7 миллионов. День простоя Мозырского НПЗ в $7,5 миллионов. А остановка железнодорожного транспортного сообщения для нашей страны будет стоить более $3,5 миллионов ежедневно. Недельная забастовка только этих рабочих лишит режим Лукашенко почти $200 миллионов. А если остановится в стране весь общественный транспорт, включая автобусы, троллейбусы, трамваи и метро, убытки будут исчисляться миллиардами, так как это повлечет за собой вынужденную забастовку тех, кто не смог без общественного транспорта добраться до работы.
Конечно, многие из рабочих сейчас готовы закидать меня помидорами с претензией, что выходить в стачку опасно из-за административного, политического преследования, увольнения, страха банкротства и так далее. Но режим Лукашенко только благодаря вашему чувству страха и существует. Посадить и уволить всех не смогут. А тем более, когда речь идет об отраслях экономики с узкоспециализированным персоналом. Например, машинисты поездов. Неужели вы думаете, что Лукашенко с легкостью заставит всех машинистов уволить? А кто будет работать вместо них? В транспортной сфере катастрофическая нехватка квалифицированного персонала. А если все водители уйдут в стачку? Тоже всех уволят? Опять вопрос, кто будет работать, если уже сейчас во многих регионах отменены рейсовые маршруты из-за нехватки водителей? То же самое касается промышленных предприятий. Даже если Лукашенко прикажет уволить весь завод и нанять новых сотрудников, этот процесс займет у него не менее 3 месяцев, а может быть и больше. Посчитав всю сумму предполагаемых потерь, дураку станет понятно, что выгоднее пойти на уступки рабочим. А теперь самое главное. Забастовка должна быть организованной и консолидированной, с четкими требованиями, касающимися непосредственно самих работников. Например, повышение зарплаты, требование премии за повышенный риск во время пандемии, улучшение условий труда, или же кардинальная смена власти, министра, руководства компании, что тоже в свою очередь напрямую ведет к изменению жизни рабочих. Например, новый налоговый кодекс, который опубликовали в конце сентября. Повышение налогов, обязательность предоставления декларации о доходах и внесения этих данных в базу, безопасность которой государство точно не может обеспечить. Учитывая, что только за последних пару месяцев были взломаны все возможные государственные системы и базы данных. Немцы или французы уже бы стояли на улице с требованием отставки правительства, которое приняло такие налоговые изменения. Вы скажете, ага, а за что нам жить все это время? Кто за нас кредиты будет платить? А кто нам пенсию платить будет? А я вам отвечу, мертвые кредиты не платят и пенсии не получают. Вы либо умрете раньше своего пенсионного возраста от переработки в ужасных условиях, либо будете коротать свои последние дни в нищете на 450 рублей, что и происходит сейчас с нашими пенсионерами, которым даже ни на кусочек мяса не хватает денег, несмотря на то, что они прилежно работали по 30 лет на белорусских заводах. Почему в Европе такие высокие пенсии и зарплаты? Да потому что люди, сами рабочие, не позволяют вытирать об себя ноги, ценят себя как специалиста. И никакой вшивый президентишка не может отобрать у них право не выйти на работу, если их не устраивают условия труда. А уж тем более, если им грозит смертельная опасность подцепить вирус, который может убить не только их, но и всю семью. Поэтому я не призываю вас выходить в стачку с требованиями освободить всех политических заключенных. Хотя это тоже очень важно. Я прошу вас наконец-то осознанно подойти к своей жизни и понять, что кроме вас самих никто не сможет изменить вашу жизнь. Я прошу вас начать пользоваться своими правами, которыми вы наделены Конституцией и Трудовым кодексом. И именно забастовка – законный способ требовать повышения зарплаты, увольнения военного и продажного руководства предприятия, требовать прекращения репрессий и преследований по политическим мотивам на рабочем месте. Именно забастовка – законный способ изменить налоговое законодательство, заставляющее вас платить в карман чиновников все больше и больше денег. Никто не предлагает идти вам на улицы или под пули сумасшедших ОМОНовцев. Но вы имеете право остаться дома и требовать компанию прекратить подвергать вас смертельной опасности. И только вам решать, раб вы или квалифицированный специалист. Если раб, то продолжайте жить, как и раньше, до скорого наступления вашей смерти из-за переработки, отсутствия денег и возможности отдыхать и сбалансированно питаться. Если вы специалист, то начните, наконец, уважать свой труд и требовать этого уважения от руководства и правительства страны. На сегодня все. Надеюсь, вы поняли, что забастовка – это серьезный удар по экономике любой страны. При этом безопасный, законный и один из самых эффективных способов изменить вашу жизнь к лучшему. Спасибо, что смотрите наш канал. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Это поможет продвигать это видео, чтобы еще больше людей имели доступ к правдивой и чистой от пропаганды информации. До свидания.